I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel. Я получил комментарий с вопросом, могу ли я дать советы по поиску, просмотру архивов. Я хочу приступить к поискам, но понятия не имею, с чего начать. И я подумал, что это хорошая возможность поделиться парой ресурсов, которые я считаю полезными. И как раз продолжим тему, посвященную строениям XIX века, что они были очень даже возможны для викторианцев и тому, как быстро они возводились. Когда речь заходит о XIX веке, одним из лучших ресурсов являются газеты, журналы и каталоги того времени. В 1800-х годах в Англии в обращении было несколько печатных изданий, посвященных строительству, инженерному делу и архитектуре, таких как «Строитель», журнал инженера-строителя и архитектора, архитектурный журнал. В Северной Америке были такие издания, как «Каменщик», канадский архитектор и строитель. В Австралии – прескурант подрядчиков и строителей штата Виктория. Многие вещи становятся понятными, когда просматриваешь такие документы. Там есть статьи, расценки на материалы, тендеры, текущие конкурсы, объявления, предложения о работе. Английская печать даже освещает новости строительства из Америки, Австралии и других стран. Так много всего. И одна из самых интересных вещей, с которыми я столкнулся, просматривая эти источники, это бум на рынке искусственного камня в XIX веке. Я уже рассказывал об искусственном камне коут в этом эпизоде и о том, что он – это нечто похожее на глину, помещенную в формы. Он прочнее камня и служит дольше обычного настоящего известняка. В XIX веке было много и других вещей. И что интересно, когда я копался во всем этом, я обнаружил, что в 1700-х годах были опубликованы научные труды об искусственном камне, такие как, например, этот, изданный в 1730 году, Ричард Холт, краткий трактат об искусственном камне, как он сделан и превращен во всевозможные архитектурные любопытные украшения и красивые орнаменты. Он держал свою формулу в секрете и сказал, что может контролировать прочность камня, и на самом деле изготовил его в Лондоне. В 1770 году другой производитель искусственного камня, Дэниэль Пинкот, опубликовал эссе о происхождении, природе, использовании и свойствах искусственного камня. Таким образом, мы имеем официально задокументированное подтверждение, что искусственный камень делали еще до XIX века. К тому времени, когда мы добираемся до 1800-х годов, это уже полномасштабный бизнес. И по большому счету, искусственный декор и скульптуры составляют большую часть архитектурных украшений в Англии. У нас есть компания «Остин и Силли», которая занимается продажей формованных и литых изделий из искусственного камня оптом. Искусственная каменная кладка Бленчард и терракота. И это по всей стране, во всех знатных усадьбах и парках. Все статуи, фонтаны, орнаменты на всех этих классических сооружениях и в больших усадьбах искусственный камень, вылепленный и отлитый. Вы можете видеть здесь, в этих декоративных элементах, что внешний слой стерся, обнажив терракотовую основу. Терракота сделана из железистой глины, и ее очень легко формовать. И они использовали ее повсеместно, от целых зданий до декоративных орнаментов. Это список, опубликованный в 1869 году. В нем задокументирована вся терракота и камень коут, которые были произведены только одной из этих компаний для зданий в Англии. Они даже поставлялись в некоторые части Америки. Завод искусственного камня Остина был основан в 1835 году. Он специализировался на декоративных статуях, рыбных прудах, шарах, солнечных часах, а также на искусственных гротах, искусственных камнях и имитациях руин. Променад Мадейра в Рамските
дает пример фальшивых каменных глыб, сделанных из цемента и щебня. Его называют пулхамитовым камнем, и викторианцы использовали его очень часто. И компания Остина по искусственному камню – это лишь одна из компаний, которые занимались его производством и разработкой. И они делали это задолго до того, как был подготовлен этот каталог в 1835 году. Как заявлялось, превосходство искусственного камня Остина в настоящее время настолько неоспоримо, что даже самые выдающиеся архитекторы и ученые-джентльмены отметили в самых высоких выражениях свое одобрение его долговечности и близкого сходства с настоящим камнем. Это австралийский каталог цен, изданный в 1859 году, и это показывает, насколько викторианская строительная индустрия распространилась в Мельбурне и его окрестностях. Документ содержит более 45 страниц бизнес-рекламы. Литейщики чугуна и латуни, паровые и кирпичные заводы, агенты по машиностроению, специализирующиеся на паровых двигателях и насосах, мраморщики и каменщики, кузнецы. И смотрите, кто-то, создающий искусственный камень. Этот кремнеземный камень является наиболее совершенной заменой натурального камня. Вы можете получить все виды сборных формованных изделий, от рустованного камня до готического узора, кронштейнов, преград, кафедр, купелей для церквей, даже гербов и геральдических украшений, вставленных в панели. В документе указаны цены и размеры для всех видов различного цемента: портланд-цемент, мраморный цемент или скалиола, моделирование и литье коринфских капителей. И под перечисленными видами всех этих цементов говорится, что все вышеперечисленные товары являются прямым импортом от производителей Долтон и Ко из Лондона, Ливерпуля, Бирмингема, Стаффордшира и по низкой цене. И это было опубликовано в 1858 году. Мельбурн был не просто горсткой каторжников. До золотой лихорадки 1851 года большая часть Мельбурна была построена из дерева, и именно золотая лихорадка вызвала стремительный рост населения и его промышленности. Вот тогда и произошел весь этот рост. В этом документе вы можете увидеть, насколько сформировавшимся этот район становится к 1858 году. Там есть и производители мрамора, продающие детали для каминных залов, и карьеры штата Виктории, продающие строительный камень. Строительный камень, или фристоун, очень интересен. В моем последнем видео я говорил о камнерезных станках промышленной революции. Я не уверен, что у вас была возможность просмотреть документы, особенно те, в которых подробно описываются машины Джорджа Хантера. Но они были реально задействованы на практике, и некоторые из них были довольно большими. В 1840-х и 50-х годах в обиход вошли несколько камнеобрабатывающих станков. К 1860 годам они были достаточно массивными и резали на глубину 2 фута 9 дюймов в минуту. И если вы посмотрите на каталог, в нем говорится, что эти машины больше всего подходят для строительного камня и песчаника. Строительный камень, или фристоун, назван так потому, что его можно свободно резать в любом направлении. Это отличный камень для формовки и орнаментов. На юге Англии есть особый тип фристоун, называемый батным камнем. Это очень мягкий известняк. И вы можете видеть здесь, что он мягкий настолько, что его можно распилить вручную. Это камень, из которого сделан город Бат. Он есть во всей Южной Англии. И хотя строения Бата, такие как Королевский полумесяц, выглядят внушительно, это всего лишь фасады. То, что за фасадами, на самом деле сделано из бутового кирпича. У Америки тоже есть свой фристоун, строительный камень. Там имеется хамилтаунский коричневый камень из Пенсильвании. Он дает этот уникальный бурый цвет и используется при строительстве этих зданий. И в каменоломнях Хамилтауна тоже есть пилы. В существующих записях не упоминается конкретная пила, которая использовалась там в первые годы работы, но с 1875 года это была пила для резки камня, запатентованная Эдрюсом Т. Мерриманом из округа Кук, штат Иллинойс. Она состоит просто из гладкого плоского лезвия из мягкого железа, вставленного в раму, и ей нужен острый песок и вода.
Пилы часто устанавливаются группами по дюжине или больше в одной раме, и несколько групп обслуживается одним человеком, который, по мере необходимости, перегребает мокрый песок, в то время как тонкие струи воды сверху промывают его под лезвиями, когда они двигаются назад и вперед в медленно углубляющейся канавке. Факт в том, что в Америке достаточно рано появились паровые камнерезы и машины. Все это есть в этих журналах. В выпуске американского научного журнала за 1876 год были даже представлены патентные диаграммы пил по алмазному камню. Все это можно найти вот на этом сайте. Ссылку я оставлю под видео. Однако это не означает, что они не могли добывать и вырезать более твердый камень. Все это они могли сделать своими руками, но машины значительно ускорили процесс. Они перемещали все эти камни с помощью целого ряда различных методов. На участках у них имелись тележки. Они использовали множество различных кранов, а затем позже и паровые краны. Они использовали лошадей, крупный рогатый скот и повозки. Если карьер был на горе, у них была лошадь, которая тянула эти тележки наверх. Они загружали камни и затем, двигаясь вниз, используя силу тяжести, управляли тормозом и таким образом доставляли камень к портам или станциям. Железные дороги в Америке и Англии появились раньше, чем в Австралии. Но к 1850 годам во всех трех странах получили распространение паровозы. Поезда перевозили огромные блоки из карьеров в порты, где краны загружали их на корабли. Мало того, кое-где у них были еще и паровые машины с тяговыми двигателями. В Англии существовала политика, запрещавшая использование паровых машин в личных целях. Викторианцы разъезжали на лошадях и телегах. Они придерживались этого стиля. Но у них также были мощные паровые технологии и машины. Тяговые двигатели использовались только для перевозки грузов и строительных материалов. Но они существовали. Вот эти некоторые из основных причин, по которым все это было возможно в XIX веке. И почему это произошло очень быстро. Потому что промышленная революция связала все с железными дорогами и кораблями. Традиционные методы разработки карьеров, строительства и каменной кладки стали намного быстрее благодаря паровой технологии, потому что на рынке псевдокаменной кладки или искусственного камня творился абсолютный ажиотаж. Викторианцы не все унаследовали. Многое они создали сами. Информация, содержащаяся в этих документах, не красуется в Википедии. По большей части она ушла в небытие. И вы, вероятно, скажете, что этому нельзя доверять. Но эта информация совпадает с тем, что я вижу лично при посещении этих сайтов. Искусственный камень везде. Знак промышленной революции повсюду. Так что да, газеты, каталоги и журналы XIX века были для меня отличным ресурсом для переосмысления многих вещей. В следующем видео я представлю похожий, но в некотором смысле лучший исследовательский ресурс. Затем я объясню, почему лично для меня понимание и признание того, что такую архитектуру вполне возможно построить, открывает совершенно другой подход к решению проблемы искаженной истории. Я сделаю это через пару видео. А пока берегите себя и хорошего вам дня.